Всем грибной привет! Сегодня у нас 23 января. И у нас есть зимние грибы. У нас есть снег. И мы отправляемся на поиски вот таких вот красивых грибочков, которые сейчас растут в снегу в январе. Пойдем. Вот на этом дереве. Причем, кстати, хочу сказать, что название этого дерева я даже не знаю. Не то клен, не то ольха. Вот оно почти все ободранное, и на нем очень много вешенки. Она с этой стороны, она с этой стороны. И я хочу вам показать, что она даже немножко покушена. То есть животные здесь есть, и они ее едят. И такую вешенку мы, грибники, не берем. Мы оставляем им. Не подумайте. Вот здесь есть поеденная. Сильно поеденная. Я думаю, что лоси сюда достают. Но дерево высокое. И вот там вот есть тоже грибочки. И на высоте мы пробуем их достать. Это та самая вешенка, которую люди покупают в магазинах. То есть это хороший гриб. И независимо от того, что сейчас зима, все равно он растет. Он замораживается и при этом не портится. То есть ему нужно несколько раз замерзнуть и размерзнуться, и только потом он становится плохим. Я на грибном туре зимнем показывала, как выглядит плохая вешенка. Это хорошая. Попробуем достать вверху. Берем нож грибника. Вот у нас есть фиксирующее кольцо, при котором нож не складывается. И нам нужно вот туда. Но как-то по-другому. Возьмем какую-нибудь палочку, большеватенькая. Будет лучше. Чтобы лезвие оставалось. Удобно. Чтобы было срезать. Теперь приматываем. И теперь пробуем срезать. Прошу заметить, вешенка замерзшая. Ну что, больше мне не нужно. Вот такое-то количество грибов у меня теперь в корзине есть. Вот такая вот эта вешенка. Вот в вполне пригодном состоянии. И замерзшая. Не забуду нож. Вот так выглядит трудовой сбор вешенки. Конечно, можно и больше ее срезать, потому что туда лесные жители просто не достанут. Но нам много не нужно. Так что, как видите, зима, снег, вешенка есть. Вполне в вменяемом состоянии. Пойдем дальше. Ну, вот очередное вывернутое дерево. Это его нижняя часть, корней практически нет. В этом году очень много встречаю таких деревьев. Это очень красиво, необычно. И, кстати, на таких деревьях растет больше всего древесных грибов. Зимних. Вывернутая эта осина. Она у нас больше всего так выворачивается. Вот лежит, и на ней потом растет много вешенки. Ну, немножко попозже. В следующем, например, году. Да, давай увеличим, посмотрим, что это такое. Непонятно. И вот так вот издалека кажется вешенка, а нет.
Вот так выглядит старый трутовик серно-желтый. Вот он тоже такими гроздьями нарос. Визуально очень похож на вешенку, но нет, это не она. Трутовик серно-желтый отличается своей нижней частью. Видите, нет никаких пластинок, как у вешенки, но такими же гроздьями висит. И издалека можно спокойно перепутать. Ну, нет. У него уже плодовое тело все рассыпалось, потрухло. Вот его червячки уже покушали. И вот на старой иве, она же верба, такие грибы. Я хожу в лес не всегда. Но когда мне хочется отдохнуть от бешеного темпа жизни и ощутить гармонию и релакс, я включаю YouTube и смотрю спокойные и воодушевляющие видео. На канале Open World можно отдохнуть душой под захватывающую визуализацию красивейших мест нашей планеты. И все это под спокойную, уносящую куда-то вдаль, чарующую музыку. Вся эта гармония и красота не оставит вас равнодушным и принесет чувство умиротворения и релакса. Ссылка на канал Open World в описании. Подписывайтесь и отдыхайте вместе со мной. А мы возвращаемся в лес. А вот у нас есть умершая фламулина. Вот это вот черная, это она. Вот. Совсем уже цвет пластинок не похож. Вот она потемнела, и пластинки тоже. Все уже аж плесенью покрылись. Ну, здесь вот она немножко присохла. И эта кора, и вот если под эту кору заглянуть, то именно там она и вся прячется. Вот. Вот это вот она уже вся испортилась. Там. А здесь совсем уже почернело. И вот здесь еще под снегом тоже оранжевые замерзшие грибочки. И это тоже фламулинка. Вот она. Вот. А эту снежок приморозил, и она смогла сохраниться. А вот это невероятно красивая, сочная фламулина. Очень хорошая и очень много мелких. И опять под корой. Вот. Ух ты! Посмотрите, какие ноги там. Вот. Так вот фламулина тянется к свету. И вот когда ее культивируют и выращивают, именно таким образом и вырастают
Какие ноги. Длиннющие. Из-за того, что гриб тянется к свету. Вот кора ему не давала нормально расти, а он тянулся. Конечно же, попадаются ушки. Разной консистенции. Вот они, конечно, на морозе немножко были подсохли. Сейчас им влаги еще недостаточно, но уже более-менее. Вот они. Вот он, именно тот случай, когда находишь одно дерево с вешенками, срезаешь, и все, и у тебя полная корзина. Я думаю, здесь будет больше, чем полная корзина. Вот это мне будет на сегодня работа. Но ничего, давайте ее срежем. Видно, что гриб хороший, немножечко примерз. Вот этот не сильно. Здесь вот даже льдом покрылся. А здесь так вообще под снегом. На этот раз использую ножик. Вот такой вот, с кисточкой, польский ножик. Для того, чтобы показать, что это лезвие даже на твердых грибах не сгибается само по себе. Оно очень хорошо фиксируется. Может быть, со временем оно как бы расхлябается, но пока что оно держится. Возьмем именно вот эти примороженные грибы и начнем резать. Ну как резать? Отламывать. Видите? Ножик держит свою форму, не сгибается. Видите, какой цвет шикарный. Пластинки замерзли просто в идеальном состоянии. Если вам нравится такой ножик, или французский ножик, или моя корзинка, вы можете это приобрести у меня в инстаграм-магазинчике Клестова лавка, ссылка на который в описании, и вот так вот он называется. Как они классно пахнут. А вот самый большой экземпляр, полностью примерзший. Вот. Как его извлечь, я не знаю, но будем что-то думать. Они очень тяжелые. Вот такой букет. Вот. Обрезать их сейчас не получится. Насчет того, что их зверюшки не трогали, это дерево я нашла уже давно. Очень маленькие они там были, вот крошечные. А вот теперь такой урожай я собрала. Ну что, вот такая у меня теперь получилась корзина. Вот так бывает. Находишь одно дерево с вешенками, и все. И у тебя полная корзина. Теперь имею полное право уходить с леса. Урожай собран, разведка сделана, грибы есть, снег тому не помеха.